wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but Так, всем доброе утро. Понедельник. Что-то там какое-то апреля, хотел сказать января. Ну, по погоде похоже. Травка, кстати, видите, да, уже зелененькая. Но погода ужас. Вчера, ну, наверное, червячки, да. Буквально пару часов за весь день, если она собирается. Не было дождя, и это, не знаю, мне кажется, почти 2 недели идет дождь. Тут Данила нашел прикол в ТикТоке. Парень снимает в Минске, похоже. Дождь, и говорит, что в Беларуси уже черт знает какой день подряд идет дождь. И похоже, это слезы белорусов, которые купили доллар по 4. Блин, я так смеялась, честно говоря. Вот. Травка-то зеленая, да, не поспоришь. Даже если... Ну, вряд ли мы найдем. Ну, короче, даже одуванчик где-то есть. По крайней мере, возле нашего подъезда одуванчики есть. Ну, такие еще. Как будто прошлогодние. Вот. Дождь, конечно. Ну, вот люди, видите, кто-то с зонтами, кто-то без зонтов. Я, допустим, в такую погоду мне проще помокнуть, чем зонт нести. Я их не люблю вообще в целом. Вот. То есть, ну, такая погода, что не намокнешь, если идти не до, не знаю, конца города. Ладно, мы пришли в сад. Так, ну что, время у нас уже 5 часов. Я сегодня собиралась вообще совсем по-другому провести день. Я должна была, ну, хотела. В общем, погода вроде налаживается, наконец-то. Слезы белорусов закончились. Надеюсь, что дождей хотя бы будет меньше. То есть, ну, рассчитывать на то, что их совсем не будет, я, конечно, не могу. Потому что я человек в здравом уме. Но то, что их будет меньше, ну, блин, должно же быть когда-то это. Блин, душно. Вот, я без куртки. Утром я была в куртке. Утром было прохладно. А вот сейчас я без куртки. И... приехала за Максом. В общем, я собиралась вообще идти пешком сегодня за Максом, потому что, ну, дождя нету. Думаю, прогуляться, натопать немножко шагов. Мне тут не хватает до минимума. Ну, я натопаю, конечно, сегодня, но вот можно было бы сразу закрыть. И в последний момент вспомнила, что сегодня платить рассрочки за телефоны мобильные и за часы, а у меня наличные деньги. Соответственно, ну как ни крути, то есть или идти пополнять карточку и платить, или идти в салон МТС платить. В общем, конечно, удобнее с карточки, не надо в этой очереди лишний раз стоять. Но я так прикинула, что если я выйду без 25, то я спокойным шагом успею дойти до банкомата, пополнить карточку. Это не то чтобы совсем по пути, да, потому что обычно я... если в сад идти, это один путь, если через банкомат, ну, немножечко как бы левее взять, да, то есть, ну, на пару минут бы там дольше именно идти. И я досиделась, и сижу сейчас, сегодня вязала капюшон, заканчиваю, я надеюсь, что я сегодня его домучаю, очень надеюсь, что я сегодня его даже закитлюю, то есть прикитлюю кулиску, вот эту, которая... Поняли, да, куда шнурок вставляется? И засуну его в стиралку и постираю, и пусть он сохнет. Ну, может быть, конечно, я не дождусь уже сегодня, посмотрим. Но все равно хочется, чтобы это закончилось когда-то, какой-то процесс, потому что, ну вот, вроде и переехала достаточно оперативно, а все равно, видимо... себя так быстро не соберешь в кучу, да, то есть, ну, это не холодильник и не диван перевез, поставил, или там диван собрал, и все, и хорошо.
Вот, короче, сидела, вязала, притащила с собой тетради. Я притащила с собой на диван 3 процесса. Мне, к сожалению, пока что неудобно за этим столом работать. Не знаю, почему так. Но факт остается фактом. Это я вот оплатила сейчас с телефона, села все рассрочки, мне теперь приходит смс, что погашено. Не знаю, почему так, но мне неудобно. То есть я за столом могу монтировать, могу там снимать, но вязать мне совсем неудобно. Я прямо долго не высиживаю. Я первое время не понимала, в чем дело. Думаю, ну неужели мне не хочется вязать? Потому что, ну, такие периоды у всех бывают, да? Я же тоже как бы, ну что, я ж не робот. А потом я понимаю, что мне просто неудобно. Мне некуда ноги деть. И за столом я тоже не умею вязать так, чтобы прям вот сесть и за столом все на столе лежит. Не умею такого. И поэтому я поняла, что почему бы не пойти в зале, присесть на диван, да? Вот. И я включила сегодня фильм, посмотрела под вязанием. Ну, посмотрела, послушала. Как же он называется? «Вечность между нами». Вспомнила. Вот это да, я уже не надеялась. Неплохой фильм. Я вообще люблю такие фильмы. Это драма. Ну, может быть, надо смотреть что-нибудь повеселее, скажете вы. Но комедии мне далеко не все заходят. У меня особенное чувство юмора такое, знаете, немного сарказма, немножко черного юмора, в меру, так, совсем в меру, так, ну, буквально щепоточка черного юмора. То есть у меня шутки, мне смешны свои шутки, и мне приятно, когда находятся люди, которые над ними смеются искренне, и которые также шутят, и я смеюсь над этими шутками искренне. И комедии мне очень редко какие нравятся, то есть такие вот типа мелодрамы, комедии, вообще, ну, блин, я даже не вспомню, есть ли такие, чтобы я там прям смеялась, заходилась. Чаще я не понимаю, почему это называется комедия. Поэтому комедии мне и в жизни хватает. То есть я сама себя повеселить, кстати, вот так если сделать, повеселить могу сама себя от души. Я тут кое-что начинаю понимать. И смотрю эти драмы совсем с другим настроением. И мне так хорошо становится. Ну, то есть, не то чтобы лучше от того, что я посмотрела грустное кино, а просто стабильно какое-то состояние. И настроение же хорошее, да, то есть, ну, ничего плохого. Короче, классный фильм. Я смотрела на прошлой неделе. Сейчас скажу. «Спеши любить» я посмотрела. Наверное, это было в пятницу. Да, я в пятницу завозила Макса вечером поздно. Это был ужасный вечер в плане поездки, потому что лупил очень сильный дождь. И мы когда выезжали, еще было куда ни шло. То есть, ну, можно было ехать. И еще было не полностью темно. То есть, ну, блин, нормально было. Но мы пока доехали обратно, пока я Макса завела к папе, вернулась в машину, полностью потемнело. И в какой-то момент я решила снова ехать через поселок, не знаю, что у меня там. То есть я уже вроде выехала на нормальную дорогу и интуитивно повернула налево и поперлась через весь поселок. Дороги разбиты, ямы ужасные, у меня подвеска низкая у машины. И я не знаю, с какой двигалась я скоростью, но я просто сидела вот так. То есть, типа, мы поедем, не поедем. Сейчас ехала, кое-когда ехала. И пока я выезжала с поселка, чтобы вы понимали, минут, мне кажется, 15, если не больше. По трассе, ну, не по трассе, а по дороге нормально это было бы, ну, 2 минуты, ну, максимум. Мне кажется, дольше ехала. Короче, пока я выехала на трассу на Дзержинск, уже было полностью темно, усилился дождь, был просто ливень. И я в темноте плохо вижу, поэтому я не играю ни в какие там шумахеры, ничего подобного. Я ехала в первой полосе на скорости, чтобы я просто хотя бы успевала различить дорожную разметку, потому что и того не было видно. Дождь, он просто в воздухе висел вот так, да, то есть
пыль, вот эта вот, которая поднимает машины, а машин было очень много на дороге, несмотря на вот непогоду эту, да, то есть машины едут, поднимают колесами за собой эту пыль, она не успевает оседать, следующая машина проезжает, и так без конца. Щетки работают. Ну, то есть, скорее всего, здесь работает принцип, чем быстрее чем быстрее поедешь, тем быстрее приедешь, но я не такая смелая, ну, то есть, нет, я ценю свою жизнь, таким я не занималась. Я приехала домой и не легла спать, я включила YouTube, думала что-нибудь посмотрю, мне попался там фильм, вот этот «Спеши любить», я его посмотрела. А потом на следующий вечер тоже, получается, Макс был 2 ночи у папы. Я смотрела фильм. Я хотела посмотреть «Дальняя дорога», но я его не нашла в Ютубе. Сейчас я подключала все платные подписки, то есть Мегаго у меня нету, Иви уже давно нету. И фильм, честно скажу, мне кажется, даже не обратила внимания, как он называется, но включила его, потому что на заставке был актер Тиль Швайгер, немецкий актер, он же и режиссер, мне очень нравится этот человек, и, короче, я включила фильм, тоже понравился, про, по-моему, 17-летнюю или 16-летнюю девочку, которой обнаружили рак. И она, ну, то есть, ну, тоже эта тема, да, она поспешила жить, увидеть эту жизнь, в общем, ну, вот, не знаю, мне нравятся эти фильмы, и вот сегодня я посмотрела, что я посмотрела? «Вечность между нами». И следующий фильм, глаз положила, называется «Дыши ради нас», что-то такое, ну, короче, вижу и параллельно что-то посматриваю. Не думаю, что я буду завтра досматривать. Завтра у меня совсем другие планы. Я уже день запланировала полностью. Сегодня то, что я должна была сделать, я оставлю на выходные, потому что не хочу вот это вот переносить. А мне пришлось сегодня срочно в обед съездить в Минск. 300 лет не была в Минске, тем более своим ходом. Я сейчас никуда не езжу лишний раз, чтобы не тратить ни бензин, ничего. То есть чисто, исключительно по делам. И вот это дело, оно было неотложное, ну, то есть его нужно было решить до пятницы. Сегодня понедельник, думаю, ну, чуть тяну до пятницы, если можно это сделать сегодня, пока вот есть бензин в баке. Конечно, никуда не тянется, если не кататься без дела. Но, думаю, не буду откладывать, потому что сейчас втянусь в работу, я отдыхала несколько дней, и у меня получилось. Впервые, не знаю за сколько, у меня получилось действительно отдохнуть. Я просто поняла, что если я нормально... Боже, кого он кричит? Сюда едь! Если я нормально, по-настоящему не отдохну, не кричи, пожалуйста. У меня в ушах аж звенит. Еще и матами. Фу. Фу. Я надеюсь, не будет слышно на видео. Боже мой, какой кошмар. Им 10 лет максимум. Даже я такими словами не ругаюсь, даже если очень злая. Вот, и... В общем, я съездила в Минск, там мне, правда, пришлось очень долго ждать, я не рассчитывала, думала, я приеду, там чуть ли не 5-10 минут подожду, закончу это дело по-быстренькому и вернусь. Нет, пришлось зависнуть, но мне, правда, девушка, которая помогала с этой операцией, такая прямо дотошная попалась, все хорошо объяснила, и я подождала, она там мне и подключить все помогла. Короче, вопрос полностью закрыт. Нет, крестик, галочку ставим на этом деле. Больше мне никуда не нужно. И те дела, которые я сегодня сделать не успела, я их сделаю, получается, уже не сегодня, не завтра, не послезавтра, а оставлю их именно на выходные. Потому что... про выходные начала говорить. У меня не получалось на прошлой неделе никак собраться. Я понимаю, что нужно. И у меня есть желание, но у меня нету сил, я ничего не могу с этим поделать. Я приезжаю утром школа-сад, завожу детей, приезжаю домой. Вот эта быстрая уборка, да, ну, которая
Ну, то есть, как бы чисто, да, но все равно там постели застелить, там стирку загрузить, если надо, там посуду помыть какую-то там, ну, самой даже позавтракать. И я вот это все делаю, умыться, да, как положено, как выписал мне косметолог. И все, это у меня занимает где-то приблизительно 1,5 часа. И потом я делаю кружку кофе из серии вот сейчас я попью кофе и возьмусь за работу. И понимаю, что я даже кофе не начала пить, а у меня уже такое состояние, как будто бы я просто обтекаю по этому стулу. То есть не то, что... Я не знаю, как это объяснить, но просто вот какое-то бессилие, апатия ненормальная. И я понимаю, что мне надо просто нормально отдохнуть по-человечески. То есть без мыслей, без угрызения совести, без вот этого подстегивания самого себя. Типа, вот сидишь там, а могла бы вот то-то и то-то. Я этого делать просто физически не умею, да. То есть у меня всегда вот получается так. Даже если я себе даю 1 день всего лишь. Или если там это случается раз в 2 месяца, все равно мне не получается. Я всегда сама себя дергаю, что вот, а могла бы там сидеть, там, не знаю, видео снимать. А в этот раз я не знаю, что я сделала, но у меня получилось. Я четверг, пятница, суббота, воскресенье вообще не вспоминала ни про YouTube, ни про вязание. То есть, ну, где-то там, наверное, я что-то вязала, каких-то 3 петли. Но вот была задача просто пожить обычной жизнью, как будто бы у меня настоящий отпуск. И у меня получилось. И, не знаю, по моим ощущениям, очень хорошо это на мне сказалось. То есть я вчера уже была такая, все, я отдохнула, я готова, давайте-ка сюда вашу работу, ща я зажгу. Плюс из-за того, что не было этой кучи мыслей, однотонных, одинаковых про работу, про видео, одно и то же, как пластинка в голове крутится, как бы голова была свободная, и кое-какие мысли в голову пришли, такие, я считаю, очень достойные, и может быть, что-то даже с этого будет. Надо подумать еще раз хорошо, попробовать составить какой-то такой, типа, как это называется, ну, типа план. И если мне эта идея дальше будет нравиться, то я этим займусь. Потому что пока это в голове моей выглядит очень, очень, как это сказать, ну, для меня это будет все тоже вязание, но как что-то новое совсем, да. Ну, не знаю, мне кажется, это должно получиться хорошо. Именно для меня, то есть, ну, по моим ощущениям, я буду делать эту работу с удовольствием. Вот. И, короче, мне получилось отдохнуть. Очень хорошо получилось отдохнуть. Так что я прямо, ну, такая бодренькая сейчас. Бодренькая, выспавшаяся. Макс, я посчитала, сколько времени у меня уходит на то, чтобы уложить Макса спать. И я поняла, что если это сегодня меня так сильно напрягает, то есть меня же не напрягает не то, что он не засыпает, а я думаю про эти 2 часа каждый день. Я посчитала, что это месяц в году, и мне это покоя не дает, и я поняла, что нет, я тогда не буду мучить ни себя, ни ребенка, и он будет спать со мной. Поэтому мы сейчас спим в зале, но мы спим не вместе, а мы спим вот так, да, то есть я в его поле зрения, и все нормально спится, так что вот так. В принципе, если я просыпаюсь раньше будильника, то я могу пойти в свой кабинет вот этот рабочий, да, и там позаниматься делами. Боже, какой кошмар. Вот. Не сказать, что на улице очень тепло. Плюс 12, по-моему, показывал Яндекс, когда я выходила из дома. Но солнышко вот распогодилось, тучки разбежались и ну, пригревает, я бы сказала. Вот. Планы какие у нас на сегодня? Никаких планов на самом деле на вечер нет. Мне нужно будет только вот немножко там дописать май, неделю эту текущую, что мне нужно успеть. И завтра я буду целый день снимать. Я сегодня тоже про это думала. Как это правильно вообще устраивать, да, чтобы я и там, и там, и там успевала. Я не могу новому проекту все время свободное посвящать, да, потому что, ну,
Просто финансово у меня нет таких возможностей отложить то, что уже, ну, хоть какие-то деньги приносит, да, и полностью погрузиться в что-то новое. Надо и там, поэтому я поняла, что это самый реально рациональный способ потратить рабочее время. Это один день в рабочей неделе выделить под съемки видео. Так что так и продолжим. Завтра я это делать буду. А там уже все не расскажу. И да, мы решили, что по выходным мы выходные. Ну, то есть суббота, воскресенье. Если мне хочется работать, если у меня есть желание, то есть я прям хочу сама, да, то есть, ну вот, не хочу ничего делать, хочу работать, то я, конечно, буду работать. Если у меня будет закрыта рабочая неделя, я буду себя хорошо чувствовать, даже если что-то, какие-то хвостики сильно не будут доделаны, я все равно буду отдыхать, потому что без этого вон что получается, и потом выпадаешь на недели из работы, и морально себя очень плохо чувствуешь, и ничего, никакие бабайки не подстегивают. Поэтому выходные нынче будут выходные. Вот. Тем более то, что мы переехали и теперь живем по соседству с подружкой, очень поспособствовало тому, что появилось желание общаться, вернулось желание общаться. Я вообще очень коммуникабельный человек. Для меня это всегда было очень важно. Я сейчас понимаю, что работать надо, но полностью себя отрезать от внешнего мира это абсолютно неправильно. Потому что время идет, а работа вся все равно не делается. Ты все равно все не успеваешь. Поэтому иногда какие-то моменты, да, там, когда хочется побыть одному, когда хочется там до усрачки обработаться, да, пожалуйста, но не постоянно, не такое, что это такой онлайн-режим твоей повседневной жизни, что ты прям вообще больше ничего не делаешь, только пашешь. Вот. Короче, я чувствую себя хорошо, мне видно. Я потом еще вечером подключусь, расскажу немножко про свои ощущения по косметологу, потому что я, визуально, может быть, конечно, вряд ли видно, но ощущения у меня хорошие есть. Слушайте, может, там уже... Наверное, там уже есть эти места. В общем, я думала, что я пешком пойду, а я не успела выехать вовремя. Блин, как же этот звук мне... С кем поговорить про этот звук? Хочу вообще машину в следующем месяце завести к фанипольским этим ребятишкам, мальчишкам, кибальчишкам, чтобы они мне ее полностью... как это называется-то? Как на диагностику, да, чтобы подвеску посмотрели, там все эти жидкости проверили, чтобы все было в порядке. Потому что я уверена, что мы летом в какую-нибудь поездку обязательно соберемся. И, естественно, хочется это на целой машине делать. Но поедем мы однозначно без... я поеду без детей. Я хочу сама. И вот хорошая погода, почему бы детей не вывести на улицу, я не понимаю. Реально же тепло, хорошо. Сейчас новый воспитатель. Наша в отпуске. Так, ладно, побежала я за Максом. Всем доброе утро. Как мне нравится этот двор. В общем, если вдруг так получается, что две машины едут одновременно, один заезжает из одного конца двора, второй из другого конца двора, и если вдруг им суждено пересечься на территории двора, да, вот прилегающей территории, то разминуться вообще нереально. То есть это нужно, наверное, какой-то особенный день, чтобы был, потому что как ни крути, даже в будний день, в рабочее время машин на парковке тьма. То есть
меньше, точнее, если взять все машины, половина вот, чтобы отсутствовало, такого я еще ни разу не видела. А мы тут живем, сколько уже, 3 недели, да? Что-то я придумала. 2 недели. 2 недели и чуть-чуть. Вот. У меня было уже пару раз такое, что я заезжала, допустим. В общем, я, когда увожу детей, я обычно заезжаю с другого конца, то есть от крайнего подъезда, хотя я живу в начале дома. И я это делаю для того, чтобы проехать через весь двор и посмотреть, найти себе подходящее место поближе к подъезду. Потому что если я заеду со своей стороны, въеду в двор, увижу, что мест нет, то я не развернусь. Мне придется через весь двор проехать, выехать на дорогу, объехать по кругу, ну потому что так быстрее, чем по этим колдобинам обратно ехать, и запарковаться за домом. То есть там есть 2 парковки. Короче, целая система. Но я уже привыкла. И, допустим, когда я еду с Максом после 5:30, я сюда даже не сунусь. Это, ну, бессмысленно и бесполезно. Я сразу еду на крайнюю парковку за домом. И хорошо, если там останется для меня место. Потому что обычно может так случиться, что и там ничего не будет. И вот было пару раз, допустим, мы ехали, когда мы ехали? Когда я ехала в пятницу, когда был вот этот сильный дождь, я завезла Максима. Кстати, дождь тогда закончился, как только я в Дзержинск въехал. Ну, правильно, все, испытание пройдено, молодец. 37-й уровень там чего-то там получен. И, в общем, ну вот, место освободилось хорошенькое. И я заехала с той стороны в надежде на то, что все-таки будет место мне, да, чтобы не идти мокро, потому что я была мокрая вся. Ну, наивная, да, пятница вечер, да, я искала свободное парковочное место во дворе в 9 часов вечера, не в 9, в 10. И стояла возле какого-то там подъезда, дом длинный очень, тут сколько подъездов-то, я не знаю, наверное, 10. И стояла по центру машина такси, кого-то ждала. Куда ударение? Я забыла. И, в общем, я остановилась за ним, думаю, ну, может быть, сейчас человек выйдет, да, сядет, и они поедут. Ну, то есть минуту подождать, с меня корона не упадет. Она хорошо сидит, все нормально. Но я подождала 2 минуты, смотрю, таксист не реагирует, я им поморгала, ну, пусти проехать, как бы, это твои проблемы, что ты тут стоишь на проезжей части. Не на проезжей части, ну, как бы на пути у меня. И ему пришлось полностью выехать со двора, потому что, ну, негде воткнуться, негде даже притулиться, чтобы пропустить машину. И вот сейчас я приехала, запарковалась, и оттуда 3 машины, и оттуда 2. И вот тут на углу дома очень такой непросматриваемый участок. И как они тут разминались сейчас. А все маленькие машинки, там, Пыжик 206, Реношка такая маленькая есть, 19-я, ну, Рено или какое оно. Ну, что-то такое. Они такие все вот какие-то коротенькие, узенькие. И я вот тут стояла сейчас, наблюдала, как они пытались разминуться. Так, что у нас сегодня вторник? Сейчас 8 утра, я уже на месте. Представляете, обычно я в 8, ну, еще или в дороге, или выезжаю с парковки. Просто сегодня я никого не ждала. Я придумала же себе новый путь. То есть раньше я там уезжала налево, точнее направо мне было легко, налево там не повернуть. И я решила, чего я еду налево, если можно поехать прямо, мне вообще все уступают. Ну, то есть кроме, конечно, главной дороги. И все это так оказалось удобно. Единственное, что там, ну, дорога немножко разбитая, но объехать все эти ямы намного быстрее, чем стоять очень долго, чтобы повернуть налево. Короче, нашла себе удобный маршрут. Я не делаю никаких кругов, я условно просто еду по другой дороге. И даже так удобнее, потому что здесь уступить дорогу, здесь светофор. 1, 2, 3 светофора. Ну и так 3 светофора, да, просто что не надо стоять вот этим поворотом налево. Вообще светофоры всегда удобнее. Все же это знают, правда же, да? То есть твой зеленый в любом случае загорится, и ты поедешь. Так, сейчас надо позавтракать.
На завтрак у меня сегодня будут свинцовые яйца. Видимо, всю неделю буду их доедать, потому что у нас у бабушки постоянно такой обмен конкретный. Дети мои вареные яйца не едят совсем, поэтому придется мне их уничтожить. Сделаю себе кофе, разложу таблетки. Надо подзарядить все телефоны, все камеры подзарядить сегодня. Часы заряжены. Надо, короче, начинать все приводить в рабочее состояние. Сесть, написать план. Не гарантирую, что сегодня будет видео на вязальном канале, потому что нечего снимать. Единственное, что нечего выкладывать. Снимать я точно буду, а вот выложу или нет, ну, не знаю еще, пока вряд ли, конечно. Сегодня у меня прям что-то родится. И все, начинаем работать. Да. У меня был один вопрос, не закрытый, ну как он, я его не могу физически сейчас закрыть. Там надо очень много денег. Кошмарное количество денег надо на это дело. И на сегодняшний момент я даже не знаю, где мне их взять. Что нос постоянно чешется, да? Вот, и меня этот вопрос не отпускает. То есть я не могу просто в подвешенном состоянии оставить какой-то момент. Мне надо какую-то точку поставить на нем, запятую, ну хоть что-то поставить, да, или хотя бы дать себе какой-то срок, типа, ну вот, ладно, все, я не знаю, что с этим делать, я подумаю об этом, допустим, через 2 недели, или если я прекрасно понимаю, что это вопрос, который и через 2 недели я не буду знать, что с ним делать, потому что, ну, далеко не все от меня зависит, а точнее, скорее всего, ничего, то я просто себе даю срок, до которого мне нужно принять решение. Обычно решение уже есть, обычно. Просто не очень хочется его принимать, потому что я не очень люблю вот эти все тирки-притирки, да, и, ну, вообще скандалы, интриги, расследования не для меня. Поэтому, когда это единственный вариант решения вопроса, я всегда это оттягиваю ужасно далеко, и уже бы, наверное, можно было решить этот вопрос, но нет. Я себе в такие моменты даю крайний срок. То есть, если я до этого дня ничего больше не придумаю, другого, ну, то, значит, придется вот так, да, придется мне собраться с духом и условно объявить о своем решении. Текс. Дел никаких, слава богу, нет. Единственное, что мне надо сейчас узнать, позвонить, ну, не сейчас, прямо попозже. Лицевой счет на электроэнергию. Надо было оплатить свет вчера. Я вечером вышла, показания сняла, а потом думаю, а как платить-то? Что-то я об этом не подумала. Вот, настроение нормальное. Мне почему-то кажется, что это из-за того, что я сейчас сплю. Ну, как положено, то есть не меньше, чем нужно. Может быть, из-за этого. И хочу сегодня досмотреть фильм, который вчера начала, потому что, ну, уже полфильма, даже больше, чем полфильма я посмотрела. И, ну, фильм интересный, почему бы и нет. Вот. Так что сейчас пока буду кетлевать капюшон. Я вчера не докетлевала. Макс мне не дал. Вот. Так что пока буду кетлевать, я думаю, что я успею с этой задачей справиться. Может быть, и планы попишу под фильм. Ну да, понятно, да, как я буду фильм смотреть. Фильм называется «Дыши ради нас». Я вчера об этом говорила, правда же? Все, пошла. Так, сейчас буду рассказывать, чем я сегодня занимаюсь. Я думала, я буду сегодня полдня снимать. Но утром меня переклинило. Ну, как переклинило. В общем, меня задолбало, если честно, что у меня постоянно несостыковка по времени, что я всегда не успеваю. Я понимаю, что я много планирую. Ну, там, можно меньше. Но мне бы хотелось не методом тыка, как я все равно, то есть, ну, не получается точно определить. Плечо мое. Не получается у меня точно определить, сколько я могу успеть. И, короче, я сегодня поняла, что так не может больше продолжаться. Ну, то есть, меня это постоянно выбивает из графика. Я, конечно, могу там каждый раз чуть меньше, но сколько у меня времени уйдет на то, чтобы все понять, да, и все правильно распределить. Короче, меня это сегодня торкнуло. И я, пока ездила утром, развозила детей, сама себе думала,
что нужно с этим что-то делать. Потом уже, когда домой приехала, пока там я постели застилала, пока туда-сюда, что подумала? Подумала, что надо мне просто-напросто взять и пойти от обратного. То есть я всегда как делаю? Я всегда, что я беру много-много работы, планирую, и в оставшееся время, и то это оставшееся время, получается как, много работы запланировала, да, все равно все не успела, потому что домашние дела, они всегда есть. Всегда есть домашние дела, которые ты не хочешь их делать, но их нужно делать, потому что, ну, если не ты, то кто? Вот, и получается, что я всегда теряюсь. Ну как я не теряюсь? Мне прямо каждый раз целая борьба. Я не могу сказать, что я не люблю домашнюю работу. Я к ней отношусь, ну, абсолютно спокойно. Ну, то есть я не кайфую во время мытья полов, но я понимаю, что это нужно делать. И не мыть вообще полы нереально. Так же, как вообще не готовить. Ну, хотя бы, ну, по крайней мере, при текущих доходах понятно, что там вообще, ну, если придираться к словам, в идеале можно постоянно покупать готовую еду или вообще там добровольницу нанять, да. Ну, то есть в моем финансовом положении у меня постоянно идет борьба за время. То есть не потому, что я не хочу мыть пол или не люблю мыть пол. Просто мне постоянно не хватает времени закончить всю работу. И я стараюсь разорвать одно время на два дела. Я понимаю, что мне и это нужно делать, и это нужно делать. И у меня реально уже из-за этого глаз дергается, что я так до сих пор и не придумала, что с этим делать. Не убираться я не могу, не готовить я не могу, не работать я тоже не могу. То есть у меня какая-то вот такая ерундень постоянно, соответственно, меня это постоянно выбивает из колеи. То есть я, получается, что делаю? Я или работаю, но у меня тогда, получается, потихонечку накапливаются домашние дела. С уборкой-то, с готовкой таких серьезных вопросов нет. Но, допустим, может быть, я бы хотела, не знаю, чаще пыль вытирать. Ну, к примеру, да, то есть, ну, вот все равно это все как-то через какой-то надрыв идет. Или я забиваю на работу и начинаю очень сильно убираться. То есть у меня очень много времени уходит, знаете, на что? Я даже вот сейчас вспомнила, думаю, куда же мне время уходит-то? Времени много уходит не столько на мытье тех же полов, да, или посуды той же, а больше времени уходит на то, чтобы разложить вещи по местам. Там, не знаю, после стирки, да, вот это все по местам разложить, игрушки за Максом убрать, потому что, ну, вот я такая в этот раз не очень хорошая мама, не приучила ребенка собирать игрушки. Хотя в саду он это делает прекрасно. Вот. То есть, ну, понятно, что это можно изменить, да, что это нужно приучать, но вот так вот по щелчку пальцев это не изменится. Поэтому мне сегодня нужен хороший график работы, который не будет меня демотивировать. Потому что мне и так хватает, ну, других проблем, которые не решаются, опять же, по щелчку пальцев, да. И мне бы на них силы бы именно поэкономить. А чтобы работа и домашние заботы и хлопоты и все остальное, что, ну, рутинное, да, обыденное, чтобы оно шло как-то, ну, знаете, вот, как по накатанной, да. И я что сделала сегодня? Я поняла, что мне нужен четкий распорядок дня. Я это уже давно поняла. Я все не могла понять, как же мне его составить. И я просто взяла и начала реально от обратного. Я посчитала, сколько часов в неделе. 168 часов в неделю, если вдруг кто не знал. Вот. И я начала считать. Вот вещи сначала написала то, без чего по-любому не обойдется. То есть просто списком. Работа, гигиена, то есть там, ну, помыться, волосы помыть, умыться, там, поспать даже написала, приготовить еду, написала отдельно себе приготовить еду, отдельно детям, потому что детям я готовлю не каждый день, и детям я готовлю сразу, то есть и гарнир, и горячее. И потом они просто у меня уже кушают, да. Но себе я готовлю каждый день завтраки. То есть я могу, допустим, вечером приготовить им ужины, да, там, допустим, на сегодня ужин, завтра Даниле на обед и на завтра ужин детям.
И все, у меня как бы 2 дня будет закрыто. Завтраки, в принципе, это, ну, утром решается, вот там с 7 до 8 обычно. Себе завтрак готовлю ежедневно, то есть мне и это надо учитывать. Стирка, мытье полов. То есть я просто написала, сколько у меня занимает это времени, сколько раз в неделю я это делаю. Подсчитала, сколько у меня времени на это уходит в неделю. И еще одну хочу полезную привычку ввести. Ну, просто надо. Просто... Нет, я не хочу. Кого я обманываю? Я не хочу этого делать. Абсолютно не хочу этого делать. Но просто нужно себя заставить, нужно себя приучить. Приручить. Я не знаю, что нужно сделать, но мне нужно это делать. Нужно. Как-то, может быть, постепенно. Может быть, даже я там написала, что у меня 6 часов это будет занимать. Может быть, конечно, не получится с первой недели столько себя заставлять, чтобы прям по 6 часов этому посвящать время. Но я буду все равно к этой цифре стремиться обязательно, потому что без этого никуда. Вот. Потом, что там еще писала? Я посчитала, сколько времени у меня уходит на то, чтобы отвезти, завести детей утром. Я я поднимаю Макса в 7. И в 8 я обычно дома. То есть у меня каждый день будни уходит час просто на то, чтобы собрать Макса. Данила, слава богу, одевается сам. И развести их в школа-сад. Из школы Данила возвращается сам, хотя каждый день это прям целая трагедия для него, далеко идти, все устало, все болит. Ну, не знаю, мне кажется, что... Нет, ну, ладно, не будем об этом. И Максима с сада забрать, если на машине это, ну, полчаса у меня времени займет, не больше. Если очень быстро, 20 минут. Сейчас, надеюсь, потеплеет, буду с улицы забирать. Если пешком, то это займет не меньше часа 100%, потому что Макс медленно ходит, конечно же, своими детскими шажочками, да, то есть туда я доберусь быстро, а обратно мы идем очень медленно. И я не люблю тянуть детей за руки, и никогда этого не делала, то есть, ну, если прям уж совсем какая-то там крайняя необходимость, но так, чтобы вот идти, условно там, ну, что-то типа прогулки, да, или из сада идти, чтобы ребенок за тобой не успевал, семенил ножками, я этого никогда не делаю, и никогда не делаю, я считаю, что это со мной так делали. Я помню из детства, что я всегда не успевала. И теперь я хожу очень быстро, настолько быстро, что у меня дыхание, даже когда у меня был нормальный вес, всегда сбивалось. И сейчас даже проблема не в том, что дыхание сбивается, а в том, что когда ты выходишь на прогулку, чтобы просто походить, погулять, ты куда-то бежишь постоянно. И всегда ловлю себя на мысли, что тихо, спокойно, куда ты? Помедленнее, помедленнее. Мы гуляем. И у меня не получается. То есть я выхожу вроде как для того, чтобы мысли свои проветрить, да, погулять, отдохнуть, подышать свежим воздухом. И в итоге я устаю от этой прогулки, потому что я куда-то бегу. Вот. И у меня, получается, уходит в будние дни почти 1,5 часа времени на то, чтобы просто завести, отвезти детей, да, вот. И плюс еще 2 часа уходит, но меньше не получается, завести к папе и забрать от папы. Ну, то есть завести в Фаниполь, забрать из Фаниполя. Все это я посчитала. Там еще и другие дела, конечно же, были. Я все это посчитала. У меня получилась какая-то определенная цифра. Я ее отняла от общего количества часов. То есть все, я поела, я помылась, я поспала. Я помыла пол, я постирала, я приготовила кушать. У меня вот осталось время, которое я должна потратить на работу. И не забудь о том, что я не робот, и что мне нужно отдыхать не в плане только сна, а иногда и переключаться, общаться там с подружкой, не знаю, выходить куда-то, выезжать куда-то. И вот я это время посмотрела на это время. 8 часов в неделю я отвела, еще оттуда выдрала на всякие, типа, как это называется, внезапные делишки, я это назову, да, машину заправить, съездить, закупка всего на свете теперь будет исключительно, ну, практически, по возможности, исключительно онлайн. Я хочу продумывать наперед, на неделю закупку, чтобы вот один раз закупился и все, и потом не надо было заезжать за молочком в магазин, потому что это тоже время. И это реально сделать, просто немножко поанализировать, сколько чего уходит. И мне кажется, что даже, ну, просто сегодня даже сесть, если будет время свободное,
и подумать, сколько у нас там чего съедается в неделю, сколько нужно там каких продуктов, это вообще проблемы не будет. И все, и раз в неделю просто закупаться в определенный какой-то день, заказывать ей доставку и все. И пусть оно там все приезжает, и больше про это всю неделю не думать. Вот. Осталось, значит, 8 часов я выкрала в неделю на заправиться, не знаю, там, зайти на почту. Если, кстати, надо зайти на почту. Точно. Я тут просто на почте. Точно. Слушайте, хорошо, что я сказала. Сейчас пойдем. Зайти на почту, там, не знаю, зайти в банк, там, карточку пополнить. Ну, в общем, какая-то такая мелочь, которая все равно всегда появляется. Где мой паспорт? Вот он. Без этого никуда, она всегда все равно появляется. И в итоге я поняла, что, в принципе, рабочего времени, как такового, да, именно на работу столько, сколько я бы хотела тратить в неделю, у меня есть это время. У меня есть это время. То есть я могу, ну, обычный человек, что, 40 часов, да, обычная неделя, 40 часов. Это 8 рабочих дней, боже мой, 5 часов, 5 рабочих дней по 8 часов. Я считаю, что для моих целей этого маловато, надо больше. Поэтому я себе делаю 50-часовую рабочую неделю. Вот машина прям так и поедет, она не понимает, что тут пытается выехать. Ну, видимо, да. И куда ж ты едешь? Вот. И, короче, я, получается, 50 часов в неделю беру на работу, и у меня еще остается время на отдых. Я бы могла все время свободно оставить на работу, но я понимаю, что это абсолютно нерезультативно. Я все равно буду тратить время на отдых, где-то там, да не знаю, ну даже иногда и в телефоне потупить, да, влоги поснимать. Тоже надо время. Вот. И сейчас картинка ясна. Реально загадка, куда девается время. Потому что сказать, что я какая-то сильно зависима от соцсетей, что я там постоянно сижу, там, не знаю, в Инстаграме или, не знаю, в ТикТоке. Ну, в ТикТоке, у меня ТикТок недавно установила опять. И то только, ну вот, мне надо было там кое-что посмотреть в старом профиле. Я его снесу на днях. Может быть, даже сегодня. Куда девается время? И я могла бы сидеть дальше писать уже... Теперь я хочу эти 50 часов работы, потому что работа, ну, это работа. Это как равно, как обозвать все, что, типа, как это, бытовые хлопоты, да? Ну, то есть это очень трудно оценить, что можно успеть за 50 часов. И работа тоже, я могу ее разделить на очень много уровней. Это будет там обязательные видео, не знаю, там творчество, описание, мастер-классы, да. Это все тоже хочу расписать. И вот сейчас я могла бы уже это делать, но я подумала, что нет. Прежде чем я это все начну писать, мне нужно понимать реально, а куда девается время мое. Может быть, я просто что-то забыла, без чего никак. Такая красивая сорока там сидит. Вот. И я сейчас об этом думаю. Вот, ну вот, пока не подключилась. Сейчас пойду в очереди там постою, тоже подумаю. И вы знаете, я попробую расписать это рабочее время тоже вот так вот. Допустим, сколько у меня там времени уходит на съемку контента. На неделю на вязальный канал. Сколько у меня времени уходит на монтаж этого контента. И посмотреть, что у меня остается в неделе. На ведение той же инсты, да, на ведение, на съемки платных мастер-классов, на составление описаний. И уже исходя из этого графика я буду планировать свою работу на неделю. А то получается,
хоть разорвись, я ничего не успеваю. Вроде все делаю, да, и все равно ничего не успеваю. И отдых я тоже хочу, ну, в какой-то степени планировать. То есть, если у меня есть там определенное количество часов в неделю на отдых, то почему я не могу взять там, ну, 5 часов, допустим, 6 часов, сколько там нужно, и просто на какую-то поездку, даже если это не куда-то там, не знаю, театр, музей, да, а просто вот, не знаю, к подружке на чай. Что я буду знать, что у меня вечер субботы свободный абсолютно. Я все сделала, что должна была сделать, и теперь смогу спокойно там пойти и почесать языками, да, без угрызения совести. Мне кажется, что это очень правильный подход. Так, ладно. Пошла я думать. Пойду заберу, мне пришло на почту заказное письмо какое-то. Приходит на адрес моей мамы. Не знаю почему. Я указывала адрес. Ну, я догадываюсь, что за письмо, но я указывала адрес того места, где я сейчас живу. Почему приходит на мамин адрес уже 3-й раз, я не знаю. А когда приходит на мамин адрес, это просто... Это как на маньяка нарваться в подъезде. Не отобьешься.